Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки. Сегодня будем с вами вязать вот такого персонажа из мультфильма «Головоломка. Гнев». Это первая часть мастер-класса. Размер этой игрушки 4,5 сантиметра. И в этой части мы с вами свяжем тело Гнева. Вот такой он у нас получится, миниатюрный. Ну что, приступим? Что нам для этого понадобится? У нас будет 4 цвета, 3 основных: красный, коричневый, белый. Метраж в 30 граммах 130 метров. И крючок мы с вами берем согласно ниточке. Это 1,22 миллиметра. Начнем вязание с черного цвета. Как обычно, делаем кольцо амигуруми. И в кольцо амигуруми мы с вами провязываем 6 столбиков без накида. Два, три, четвертый столбик, пятый и шестой. Затягиваем колечко. Мы будем менять цвет, поэтому смотрите, сейчас мы просто, соединяя кольцом амигуруми, выводим, но не протягиваем черным цветом нить, а вставляем коричневую нить, потому что дальше у нас штанишки будут вязаться коричневого цвета. Черную нить обрезаем, она нам не нужна. Для удобства я завязываю кончики ниточек. Вы смотрите, поступайте, как вам удобно. И начнем с вами вязание. Мы делаем 6 прибавок. Кончики я ввязываю. То есть делаем в каждую петлю по 2 столбика без накида по кругу. И у нас с вами получится 12 столбиков без накида в конце второго ряда. Сделаю это на ускоренном темпе, потому что никаких сложностей здесь нет. Игрушка очень легкая, вяжется просто, но смотрится эффектно. Вот мы закончили с вами второй ряд. Третий ряд у нас будет прибавочный. Для удобства я ставлю маркер и начинаем вязание. Мы вяжем 3 столбика без накида и прибавка. Первый столбик, второй столбик, третий столбик без накида, и следующий идет прибавка. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. Так повторяем с вами 3 раза, и в конце третьего ряда у нас останется с вами, получится 15 столбиков без накида. Для проверки всегда последняя петля у нас с вами будет прибавочная. Переносим маркер. Следующий, четвертый. Покажу вам немножко. Вот ножка уже формируется, видите? Следующий, четвертый и пятый ряд мы вяжем без изменений. То есть по 15 столбиков без накида. В каждую петлю по столбику без накида. Четвертый, пятый ряд вяжем по 15 столбиков без накида. Я сделаю это быстро или за кадром, потому что вяжем без изменений. По точно такой же схеме мы вяжем вторую ножку и будем их соединять. Я довязываю ножку, и вот такая она у нас с вами должна получиться. Маркер переношу, так удобнее будет соединять 2 ножки. Вот видите? И сейчас будем соединять. Просто вводим крючок во вторую ножку и вяжем по телу ноги 15 столбиков без накида.
по левой ножке и 15 столбиков без накида по правой ножке. У нас с вами в 6-м ряду должно получиться 30 столбиков без накида. Самое сложное здесь не пропустить петлю или не сделать в одну петлю 2 столбика. Просто в конце ряда проверьте себя, чтобы у вас получилось 30 столбиков без накида. И переходим на вторую ножку и еще 15 столбиков без накида. Заканчиваем наш 6-й ряд. Следующий 7-й ряд у нас будет прибавочный. Маркер переносим. Седьмой ряд вяжем по схеме 14 столбиков без накида плюс прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 32 столбика без накида. 2 третий столбик без накида, 4-й. Так провязываем 14 столбиков и делаем прибавку. Вот у нас прибавка идет. И делаем так еще раз. 14 столбиков без накида. И последняя петля у нас будет прибавочная. Вот 14 столбик. И вот сюда крайняя петля будет у нас прибавочная. 2 столбика без накида в одну петлю. Для удобства маркер переносим. Вот наши ножки получились. Дальше мы будем вводить белый цвет. Ниточку обрезаем, больше она нам не понадобится. Вводим белый цвет и провязываем за, обратите внимание, заднюю стенку петли 32 столбика без накида. Кончик беленькой ниточки я ввязываю. Это у нас формируется уже рубашка нашего персонажа. Без изменений вяжем 32 столбика без накида, но за заднюю стенку петли. Делаем так до конца. Раз и готово. Маркер переносим. И дальше мы с вами будем вязать уже за 2 стенки петли, как обычно, 9 и 10 ряд. Девятый и 10 ряд вяжем по 32 столбика без накида. Давайте сделаем это за кадром. Ну вот, готово. И опять будем менять цвет. Мы берем с вами, сначала обрезаем ниточку, красный. Смотрите, чтобы красиво поменять цвет, вот мы вытянули петельку, последнюю петлю предыдущего ряда и вводим красный цвет. Вот так.
Мы с вами будем вязать опять за заднюю стенку петли, видите? И вяжем 32 столбика без накида. Ввязываем ниточку. Это у нас с вами 11 ряд. Провязываем 32 столбика без накида. Так вяжем до конца ряда. Готово. Переносим маркер. 12 ряд у нас будет прибавочный. Мы вяжем уже за 2 стенки петли. 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И сейчас будем делать вот сюда прибавку. 2 столбика в одну петлю. Прибавка. Так повторяем 4 раза. И у нас с вами в конце должно получиться 36 столбиков без накида. То есть схема такая: 7 столбиков без накида плюс прибавка. Повторяем 4 раза. Заканчиваем наш ряд. Это 12 ряд. Вот здесь очень важно будет сейчас поставить маркер, потому что дальше мы будем с вами вязать 8 рядов подряд по 36 столбиков без накида красным цветом. Так вяжем по кругу 8 рядов подряд по 36 столбиков без накида красным цветом. Связали. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркер переносим. И 20 ряд мы будем уже с вами делать убавки. У нас будет с вами 18 убавок. Делайте убавки, как вы привыкли. Я беру за одну долю петли, вторую долю, протягиваю ниточку и вывожу. Видите? За 2 доли петли протягиваю ниточку и вывожу. Смотрите, если у вас будут глазки на безопасном креплении, то сейчас как раз есть хорошая возможность остановить вязание и закрепить глазки. Я буду глазки вышивать, поэтому я просто вяжу 13 ряд убавочный, 20 ряд убавочный, делаю 18 убавок. Давайте сделаю это быстро с вами. Вот такой получился. Смотрите, теперь наполняем холофайбером, потому что дальше мы тоже будем делать убавки. Это будет уже не совсем удобно. Делаем плотненько. Отлично. Дальше делаем убавочный ряд, 21. Мы делаем столбик без накида. Аккуратно здесь так, чтобы холофайбер не попал нам в петлю. И убавка. Вот хорошо здесь видно, как я делаю убавку. Так повторяем 6 раз. Столбик без накида. Убавка.
В конце ряда у нас с вами должно остаться 12 столбиков без накида. Может быть, будет не совсем удобно сейчас делать следующий ряд убавочный. Вы приловчитесь, у вас все получится. Я тут маркер убираю, он мне уже не понадобится. 22 ряд у нас будет, мы делаем с вами 6 убавок. Можно немножко наполнить еще игрушку. А можно сейчас связать, а потом добавить холофайбера. Делаем 6 убавок подряд. У нас с вами останется 6 столбиков без накида. Первая убавка, вторая. Вот петельку неудобно подтягивать. Третью. Вот я даже так крючочек выворачиваю. Четвертая. И еще 2. Ниточку обрезаем. Вытягиваем и уже стягиваем при помощи иголки. Сейчас я добавлю вот холофайбер поплотнее, чтобы было. Иголочкой захватываем за 1 долю, видите, петли. И вот так за 6 петелечек просто протягиваю ниточку. Потом стягиваем и закрепляем. Хорошенько стянули. Просто выводим нитку куда-то в бок для закрепления. Так, я это делаю. Назад вывожу, там потому что будет воротник нашей игрушки. И еще раз. Нить обрезаем. На этом первая часть мастер-класса завершена. Во второй части мы свяжем ручки, воротничок, брови и оформим полностью игрушку. Если вам понравился мастер-класс, поставьте лайк, мне будет приятно.